После того, как SEC одобрила первый спотовый биткоин ETF на рынке США, он сразу же получил нереальный спрос со стороны инвесторов, и цифры говорят сами за себя, потому что только в первый день торговые объемы доходили до 4,5 миллиардов долларов, а во второй день объемы составили целых 7,6 миллиардов, что в несколько раз больше, чем у многих популярных альтов. И вспоминая различные интервью, на которых Ларри Финк говорил, что клиенты BlackRock желают инвестировать свои деньги в криптовалюту, мы понимаем, что он оказался абсолютно прав. И 10 января 2024 года действительно войдет в историю криптовалюты, потому что именно в этот день SEC дала зеленый свет биткоину, который теперь получает звание полноценного актива и будет доступен инвесторам, как и другие мировые финансовые активы. Но давайте не будем забывать, что биткоин — это далеко не единственная криптовалюта на рынке, ведь второй популярной монетой является эфириум. BlackRock и другие компании еще осенью подавали заявки в SEC на эфириум ETF, в который вообще никто не верил. Вот только запуском ETF на биткоин шансы на одобрение выросли до 70%. А Ларри Финк в прямом эфире CNBC сказал, что он верит в будущее эфириум ETF. Да, друзья, в первый же день после решения SEC Ларри Финк не стал терять время, а сразу начал нас подготавливать к новому масштабному событию, потому что если SEC одобрит ETF на эфириум, она признает весь рынок крипты, который на этом фоне может получить очень хороший приток нового капитала, ведь только за последнюю неделю эфир успел вырасти на 25%, хотя это только начало. Поэтому сегодня в ролике я хочу вам рассказать, сможем ли мы увидеть запуск эфириум ETF уже в мае этого года и как это повлияет на рынок криптовалюты. Также мы сегодня разберем, что происходит с биткоином, и я отвечу на вопрос, почему он падает и стоит ли его покупать. Так что обязательно смотрите это видео до конца. Ну а перед просмотром напомню вам, что мы готовим топ монет на базе искусственного интеллекта, ведь именно эта технология помогла Microsoft стать самой дорогой компанией в мире, и с каждым годом сфера ИИ продолжает масштабироваться. Поэтому поставьте этому видео 1000 лайков, и мы сразу опубликуем этот топ. Вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дамы и господа, как я сказал в начале, одобрение биткоин ETF в разы увеличивает шансы на то, чтобы SEC дала зеленый свет на ETF эфириум, в котором Ларри Финк видит очень хороший потенциал. И, кстати, данное интервью, в котором Финк дал свои комментарии после одобрения ETF, мы первыми опубликовали в нашем телеграм-канале. И те, кто подписан на наш телеграм, знают, что только у нас можно первыми оставаться в курсе всех актуальных новостей, знать, что происходит на рынке, а также 24/7 получать огромное количество полезной информации. Вот, например, вы знаете, какие 3 главные катализатора для роста криптовалюты в этом году выделил самый большой фонд в мире BlackRock? Нет? А вот подписчики нашего телеграм-канала знают, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Но перед тем, как мы узнаем, какие есть шансы на одобрение эфириум ETF в мае этого года, хотел бы вам ответить на вопрос, что сейчас происходит с биткоином. Потому что вчера он снова пробил уровень 45 тысяч долларов. И это, конечно же, напугало всех инвесторов, которые ожидали памп. Да, небольшой памп мы все-таки получили, поскольку перед снижением биткоин пробил новый годовой максимум на уровне 49 тысяч долларов, где в последний раз он торговался в декабре 2021 года. Но в нашем прошлом видео я вам сразу сказал, что в ближайшие дни биткоин столкнется с коррекцией, ведь в последние пару месяцев все покупали биткоин только из-за предстоящего ETF, но многие разочаровались, что биткоин не вырос до 100 тысяч, поэтому все начали фиксировать прибыль около уровня 49 тысяч долларов. И опять-таки хочу вспомнить вот это наше видео, в котором я вам прямо сказал, что после одобрения ETF биткоин становится на уровне 50-55 тысяч. До 50 тысяч нам не хватило буквально 1%, и цена развернулась вниз. Конечно, на протяжении 6 месяцев биткоин рос только на шумихе вокруг ETF, и были риски столкнуться с коррекцией, о чем я вам, конечно же, говорил. Но если вы думаете, что биткоин продолжит падать, и мы увидим те самые 30 или, не дай бог, 20 тысяч, хочу вам сказать, что этого не будет. После одобрения биткоин ETF торговые объемы в первые часы сразу выросли до уровня 1,5 миллиардов долларов, а за первый день зафиксировали 4,5 миллиардов, что, по мнению главного аналитика ETF Bloomberg, является огромным успехом для такого нового актива. И несмотря на то, что цена биткоина скорректировалась, ведь хайп вокруг ETF начал падать, не стоит думать, что на этом все. ETF для этого и одобряли, чтобы большие инвесторы с Уолл-стрит могли инвестировать в биткоин. И сейчас нам нужно быть готовым к тому, что в любой день любой крупный фонд или компания, как, например, Apple, может инвестировать в ETF того же BlackRock несколько сотен миллионов долларов. Ведь теперь им не придется заморачиваться с хранением купленных битков. Вот поэтому
Поэтому BlackRock сейчас продолжает накапливать биткоины, и по последним данным ETF BlackRock сейчас хранится 2620 биткоинов, которые, судя по всему, были куплены выше уровня 40 тысяч долларов. Так что независимо от локальной просадки биткоина, он сохраняет долгосрочный потенциал на рост. Но в то время, когда все зациклились на коррекции биткоина, все как будто бы пропустили движение эфира, который, кстати, пробил новый годовой максимум на уровне 2700 долларов и вырос на 15% после одобрения биткоин ETF. В последние пару дней рост эфира поддержал Ларри Финк, ведь в интервью CNBC он сказал: «Я вижу ценность в эфире ETF. Это всего лишь ступенька на пути к токенизации, и я действительно верю, что мы собираемся идти именно к этому». Да, друзья, Ларри Финк уже сейчас готовит нас к новому событию, которое будет обсуждаться в ближайшие месяцы. Ведь после одобрения биткоин ETF шансы на запуск ETF Ethereum увеличились на 70%, хотя в начале даже биткоину давали только 65% на одобрение. А если мы вспомним, что произошло с ценой биткоина в последние 6 месяцев на фоне новостей про ETF, нетрудно догадаться, что будет ждать эфириум в феврале, марте и апреле, до того, как SEC озвучит решение в мае. В данной ситуации первое, что вы должны сделать, это проверить, есть ли в вашем портфеле эфир. Ведь перед ростом, который только-только начинается, вам обязательно стоит держать в портфеле не менее 20% эфира, потому что он может стать единственным альткоином, который примет SEC на законодательном уровне. И я думаю, вы понимаете, что на этом фоне цена эфира будет расти, что принесет холдерам очень хороший профит. Вот поэтому аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже подбирают оптимальные точки входа для эфира, которые в скором времени получат все участники Pro. Но даже пока рынок падал, участники Pro продолжали фиксировать профит. Ведь перед падением наши аналитики предоставили шорт-сделку на токен Atom, который столкнулся с сопротивлением на уровне 11 долларов и готовился к падению до уровня 10, из-за чего все участники Pro зафиксировали от 55% чистого профита. Как вы видите, для прибыльной торговли самое главное — это вовремя открывать сделки, но благодаря команде наших профессиональных аналитиков вы никогда не пропустите активное движение для заработка. А если вы новичок, вы обязательно получите пошаговое обучение на старте, и с вами всегда будет наша круглосуточная поддержка. Несмотря на локальную коррекцию, рынок дает очень хорошую возможность зарабатывать, поэтому чтобы присоединиться к подписке Pro и успеть получить свою первую прибыльную сделку уже сегодня, прямо сейчас напишите нам по ссылке в описании, и вы сразу получите всю необходимую информацию. Помимо эфира, Ларри Финк говорил и про биткоин. Финк сказал, что ранее он очень скептично относился к биткоину, но в последние 3 года его мнение полностью изменилось, из-за чего они запустили ETF на биткоин. После этого Финк заявил: «Мы считаем, что ETF – это технология, которая изменит каждый класс активов». Также Ларри Финк объяснил, что он не считает криптовалюту валютой, и добавил, что верит в крипту именно как в отдельный класс активов. В данном случае я с ним, конечно же, соглашусь, ведь давайте будем откровенны, кто сейчас использует биткоин или другие монеты для денежных переводов? Единицы, потому что для этого есть стейблкоины, а вот биткоин и другие криптовалюты используют только для инвестирования или торговли, потому что все хотят на этом зарабатывать, а прямое применение мало кого интересует. Вот поэтому Ларри Финк всегда преподносил биткоин как актив, и несмотря на то, что Ларри Финк сказал, что биткоин ничем не отличается от золота, которое инвесторы используют как защитный актив, Гэри Генслер снова вышел в прямой эфир CNBC и заявил, что биткоин – это самый волатильный актив на рынке, и его используют только в незаконных целях. Но доллар также используют не только для благотворительности. И чем больше таких комментариев делает Генслер после одобрения ETF, тем больше мы понимаем, что он совершенно не хотел озвучивать решение в пользу ETF. Ведь он лично сказал, что это было сделано только из-за решения суда. Но самое главное, как это может повлиять на судьбу ETF Ethereum. Давайте разберем подробнее. Одобрение биткоин ETF действительно спровоцировало очень сильный рост эфира, потому что все ждут гарантированное одобрение Ethereum ETF в мае этого года. И процесс создания спотового Ethereum ETF уже начался. ARK Invest, 21 Shares и VanEck подали документы в SEC еще в сентябре, а BlackRock в ноябре прошлого года подали заявку S1 для своего Ethereum Trust фонда. Один из разработчиков Ethereum ETF сказал: потенциальное одобрение ETF может еще больше узаконить положение Ethereum в традиционном финансовом мире, что приведет к увеличению инвестиций и интереса к проектам на основе Ethereum и блокчейнам второго уровня. Но пока SEC отложила принятие решения по ETF Ethereum и потребовала более 45 дней для рассмотрения предложения об изменении правил, которое позволит Grayscale переформатировать свой Trust Ethereum в спотовый ETF. Первый срок теперь установлен на 25 января. Кроме того, SEC отложила принятие решения по ETF Ethereum от Hashdex, что вы можете увидеть на этом документе. И сейчас продолжаются споры о том, следует ли квалифицировать Ethereum как ценную бумагу или товар для цели одобрения ETF. Предыдущее одобрение ETF фьючерсных ETF на Ethereum в октябре сигнализировало о неком признании эфира в качестве товара.
плохо. Поэтому, учитывая запуск фьючерсных ETF на эфир и недавний запуск спотовых биткоин ETF, можем предположить, что будущие заявки на эфир одобрят уже под конец этого года. Однако, если SEC квалифицирует эфир как ценную бумагу, вполне вероятно, что после этого возникнут проблемы. Так что на данный момент лично я верю в одобрение 50 на 50, ведь сейчас нет достаточного количества информации, чтобы с уверенностью сказать, какое решение озвучит SEC. Но с биткоином также были большие сомнения, хотя это не помешало его цене вырасти на 75% после того, как BlackRock подала заявку в SEC. И сейчас эфир очень хорошо закрепил свои позиции по отношению к биткоину, потому что в день одобрения эфириум вырос с годового минимального уровня на 30%. Также на недельном графике эфира по отношению к биткоину расхождение индикатора MACD подает нам бычий сигнал, потому что две линии индикатора пересеклись в одной точке. А последний раз такое было в июне 22 и в апреле 21 года, когда эфир начал показывать очень сильный рост. Но как мы видим на этом графике, эфир столкнулся с нисходящей линией тренда, которая ограничивает его рост начиная с сентября 22 года. И когда эфир пробьет данную линию и зафиксирует поддержку выше этого диапазона, это еще больше усилит потенциал на долгосрочный рост. В ценовом соотношении это произойдет после пробоя 3000. Это первый ключевой уровень, выше которого нужно закрепиться эфиру. Но после такого активного роста мы наблюдаем коррекцию. И сейчас первой поддержкой выступает уровень 2500, а также важный уровень $2300. И конечно же любую коррекцию нужно рассматривать как потенциальную возможность для накопления. Ведь с эфиром точно так же, как и с биткоином, потому что больше всех заработают те, кто купит его как можно раньше, перед решением SEC. Так что своей стратегии, а именно 20% эфира в своем портфеле, я продолжаю придерживаться. Что касается биткоина, то здесь также можно использовать эти откаты как шанс для накопления по более низким ценам. Ведь впереди нас ожидает халвинг. Конечно, биткоин не может постоянно расти, и на рынке всегда наступает цикл, когда биткоин включает режим стейблкоина и торгуется в узких диапазонах, потому что его не хотят ни покупать, ни продавать. Это может произойти на ключевом уровне выше $40 000, то есть около вот этого диапазона. И когда биткоин получит уверенную поддержку, он легко сможет продолжить двигаться вверх, ведь в этом году есть еще положительные катализаторы для роста, поэтому лично я пока что продавать не собираюсь. Как минимум подожду до халвинга, а там уже будет понятно. Тем временем альты еще более-менее держатся, ведь доминирование биткоина сейчас может упасть до 50%, а это значит, что инвесторы частично переводят капитал из биткоина в альты, по большей части, конечно же, в эфир. И многие монеты, которые сейчас работают на сети Ethereum, привлекают особое внимание. Это такие токены, как Lido Finance, Optimism и Arbitrum, которые вероятнее всего будут расти на фоне роста эфириума. Поэтому сейчас мы будем внимательно следить за развитием нового Ethereum ETF. И чтобы не пропускать такие новости, обязательно подпишитесь на наш Telegram. Также в комментариях оставляйте ваше мнение, одобрит ли SEC ETF Ethereum или нет. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить топ монет, которые работают на искусственном интеллекте. Вам желаю удачи, до скорых встреч!